Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, а также хорошей погоды. Сегодня у нас очередной агрогороскоп. В нем мы рассмотрим дела в саду и на цветниках, и работы с цветами, с эустомой, которые многие уже посеяли или собираются сеять. И вот эти все работы садоводов и цветоводов рассмотрим в декабре 2022 года. Время киевское. Начинается месяц в знаке рыбы. 1 и 2 утром будет как раз вот этот период. И в 6:42 будет переход в знак Овен. Но у нас хороший период только будет 1. Для чего? Для поливов, для подкормочек, а также пикировка, вот где уже взошли цветочки, можно пикировать. Есть и цветочки разные, причем не только эустома, это у нас и черенки укорененные, перевалку делаем, посадку, пересадку. И, кстати, для комнатных растений те же задачи стоят. Так что те, кто с комнатными растениями занимается, тоже учтите вот эти подсказки. 2, 3 и 4 до обеда это время Овна. Я до обеда говорю, потому что можно будет использовать эти работы. Луна без курса здесь не играет роль. Что в Овне мы можем делать? А мы в Овне можем притенять уже еловые растения. Мы можем уборку делать, подсыпку. А вот что касается уже нарезки черенков, для весенних прививок, вот садовые растения нарезаете, это очень хорошее время. Вот это можно делать 2 после 8 часов утра, 3, ну а 4 желательно эти работы не проводить. Луна без курса, это очень важно. Она не дает хорошие результаты. Итак, у вас 2 после 8 часов утра и 3 все 24 часа есть возможность для того, чтобы нарезать черенки. Это там, где уже было -3, -5. И черенки уже готовы для того, чтобы их хранить. Для прививок, для укоренения. Вот это всю работу важную делаем. В Овне вот такие работы. Ну и в саду, что мы можем еще уборку, если не завершили убрать, тоже можно завершить уборку. И далее у нас очень хороший период, на что я хочу обратить особое внимание. Вот смотрите, у нас 4 после 14 часов, даже желательно 14:30, когда полностью уже будут работать энергии Тельца. Смотрите, это у нас растущая Луна. К сожалению, 6 у нас сожженный путь полнолуния, поэтому приготовьтесь, те, кто задавал вопросы. Если не успеваем в конце ноября посадить саженцы в горшки, вот то, что мы с вами уже умеем делать как рассаду саженцев, пожалуйста, вот можно вот эту работу сделать после 14 часов 30 минут 4 декабря, далее 5 все 24 часа. Это очень важно. Очень хорошие дни, просто супер. Энергии замечательные. Используйте эти дни для того, чтобы высадить любые саженцы садовых растений в горшки. То, что мы показывали, рассказывали. И как рассадой сохраните хорошо, а затем только перевалка в следующем году будет проведена. И ваши растения все будут сохранены, будут живы и здоровы. Далее, что мы можем делать 4 и 5? Здесь очень много работы для тех, кто занимается цветами. Для тех, кто посеял эустому, можно пикировать, можно делать перевалку, пересадку. Для тех, кто высаживал черенки, готовил, кстати, это очень хорошее время тоже для нарезки черенков, комнатных растений и не только комнатных, и для укоренения. Вот эти периоды, которые я назвала, 4 и 5 это золотые дни, 5 вообще очень хороший день. Так вот, здесь мы и укореняем, и если уже готовые у нас укорененные рассадные растения, пересаживаем, перевалываем. В этот период очень хорошо нарезать черенки. Черенки для весенних прививок. И также для того, чтобы их потом укоренять для весенних работ. Очень хороший период. Используйте его. Замечательные дни.
Вот такие дела тут мы можем сделать. Кроме этого еще можно и поливать, и подкармливать. Но у нас будет отдельный агрогороскоп для полива и подкормок, поэтому мы вот эту работу вам подсказываем и выделяем особенно эти дни. Я для себя тоже планирую очень много дел на эти дни. Идем дальше. 6-го, к сожалению, уже сожженный путь полнолуния 6 часов утра 9 минут. В Близнецах 7-го у нас сожженный путь полнолуния, и 8 декабря это полнолуние в 6 часов утра 9 минут по киевскому времени. Эти дни не рабочие в плане того, что мы не сеем, не высаживаем. И ни в коем случае никаких обрезок, никаких зеленых операций. Растущая луна и полнолуние – это путь, к сожалению, к тому, что растения потом погибают. Вот видите, мы здесь никаких обрезок не делали. Еще раз напоминаю, только нарезаем черенки. И все. Это исключение из правил. А теперь идем дальше. А дальше у нас 9-го. Это тоже еще время сожженного пути полнолуния. 9-го будет переход Луны из Близнецов в знак Рак в 9 часов 50 минут утра. Ну и 10-го уже тоже в знаке Рак, но до 6 часов 9 минут утра сожженный путь полнолуния. И только после 7 часов утра можно вот заниматься важными делами с растениями. Смотрите, 10-го и 11-го постарайтесь до 19:30 в знаке Рак. Поливы, подкормки, пикировка, пересадка, перевалка, рассады комнатных, различных овощных, цветочных растений. Знаю, что очень многие занимаются выращиванием рассады. И если вы хотите высаживать рассаду, пожалуйста, высаживайте. Причем любые растения, знак Рак, здесь все хорошо будет для растений происходить. Вот это в знаке Рак мы можем такие работы провести. Вечером в 22:10 Луна перейдет в знак Лев, поэтому вечером никаких работ, зато во Льве 12 и 13 будьте внимательны, обратите внимание, что нужно укрывать теплолюбивые растения, если уже -10 и ниже. Это те регионы, где вот такая температура уже установилась. Если еще жарко, не укрывайте, запарятся. Во Льве очень хорошо укрывать, мне нравится этот знак, потому что не запариваются растения, влаги мало. Очень хорошее укрытие получается. Пришло время для перетенения еловых растений. Подсыпайте цветочные и молодые садовые растения. Присыпайте, чтобы корни не подморозились. Ну и вот это уже период у нас, это у нас убывающая луна, и уже можно заниматься обрезкой. Не забывайте о приманках для грызунов. Их очень много в этом году, как никогда. Далее очень хороший период для основа цветочных растений. 14 после 11 часов утра, 15 это время, когда можно, у нас Дева будет и 16, но там можно только поливать, потому что Луна переходит из 3 в 4 фазу. Стрессовое время, поэтому 14 после 11 и 15 все 24 часа можем поливать, подкармливать все растения, которые у нас находятся. Это цветочные, Дева покровительствует цветам. Можно проводить посадку, пересадку, перевалку рассады цветов и комнатных цветов. Вот это очень важно, только цветочные растения. Вот эти важные работы можно проводить 14-15. С 16 мы проводим только утром, желательно до обеда, поливы. А затем вечером в 21:50 16 будет переход Луны в знак Весы. И в это время уже ни поливы, ни подкормки не проводим. Но более подробно мы будем говорить об этом агроприеме в отдельном агрогороскопе. Идем дальше. А дальше у нас 17 и 18 будет убывающая луна в знаке Весы. Что можно делать? Обрезка садовых растений. И очень хорошо нарезать черенки для весенних прививок, для укоренения этих черенков. А также хорошо укрывать теплолюбивые растения, если температура уже опускается ниже плюс 10 градусов. И не забывайте о приманках. Приманки буду напоминать, потому что очень много различных грызунов, не только мыши, крысы,
зайцы пойдут, там, где снег выпадает. Естественно, нужно защищать свои растения. 19-го Луна перейдет в знак Скорпион с 5 часов 32 минут, но лучше это уже после 6-7 часов утра. И 20-го очень хороший период для того, чтобы провести поливы. Здесь перед гекатой подкормочки только 30%. Можно проводить перевалку, пересадку и посадку рассады цветочных, овощных и комнатных растений. Вот это у нас 19 и 20. Ну а затем приходит вот этот период гекаты, когда никаких посевов, посадок, ничего мы не делаем с растениями. Единственное, что можно в хорошем знаке, а у нас будет как раз 21-го после 10 часов хорошее время в Стрельце для обрезки садовых растений, 22-го, 23-го уже в Козероге, 24-го в Козероге, и 25-го даже при переходе с Козерога в Водолей, там еще тоже геката. Сейчас я вам покажу. Вот это период у нас для того, чтобы обрезать садовые растения. И 26-го еще. И не забывайте укрывать растения теплолюбивые. Снова же там, где есть необходимость. И приманки. Обязательно приманки для грызунов. 27-го Луна зайдет уже в Рыбы после 9 часов 33 минут. И лучше это после 10 часов 27-го, 28-го, все 24 часа и 29-го утром до 8 часов. Что можно делать? А можно поливать, подкармливать. Здесь уже идет 50% подкормки. Пикировку, пересадку, перевалку, посадку рассады цветочных, овощных, комнатных растений. Очень хороший период. Для всех, я помню, для тех, кто занимается комнатными растениями, вот для вас тоже подсказка идет. 29-го Луна из Рыб перейдет в знак Овен в 12:37. Что можно делать 29-го, 30-го, в преддверии Нового года и 31-го до вечернего времени, до 19 часов 30 минут. Это время Овна и переход Луны 30-го из первой во вторую фазу. Можно технические работы укрывать, притенять и расставлять приманки для грызунов. И вот этот момент еще один хороший, когда, если вы вдруг получите еще саженцы, вот в вечернее время все подготовили, это очень легко и просто делается. В 19:30, 31-го прекрасный период для посадки саженцев садовых растений на рассаду. Высаживаем рассаду. Мы с вами это научились, и многие уже прекрасно выращивают рассаду, и затем здоровые саженцы в саду вырастают. Здесь же в 19:30 можно сеять семена и эустомы, можно пикировку, пересадку, перевалку и цветочных, и других любых растений. Все это можно делать вечером. Ну и можем продолжить это 1 января 2023 года, но об этом у нас снова же будет отдельный агрогороскоп. А теперь пришло время сделать скрин. А тем временем я вам сообщаю, что это видео завершается. И его подготовили, как всегда, Раиса Греченко и Александр Волик. Мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео. Желаю вам мира, тепла и уюта в ваших домах. И хороших вам здоровых растений, которые в комнате радуют вас, а также здоровых растений для сада, которые вы готовите для посадки в 2023 году. Всего самого доброго. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.